Добрый день. Добрый день. Сегодня присутствовали на пресс-конференции, находимся на телемосте, который был посвящен перспективам выборов в парламент Армении. И здесь достаточно много говорилось об отношениях России и Армении, в том числе таких, какие они могут образоваться после выборов и того парламента, который получит Армения после 6 мая. Вот, на ваш взгляд, какой прогноз российско-армянских отношений, насколько они могут быть подвержены тому или иному влиянию после выборов? Я думаю, что отношения между Россией и Арменией стабильны, и серьезное влияние на них парламентские выборы в Армении не окажут. Все партии, которые имеют шансы пройти в парламент, которые являются фаворитами этих выборов, имеют примерно одинаковые позиции по отношению к России в связи с отношениями с Россией. Здесь есть некий консенсус, так же, как в вопросе Карабаха, собственно говоря. Есть тема, которая не является темой серьезного обсуждения в армянском обществе. Поэтому серьезного влияния эти выборы не окажут. Но, в принципе, конечно, сами все отношения между Россией и Арменией не являются чем-то постоянной константой. Они могут меняться, могут зависеть от разных факторов. Факторы эти, скорее всего, носят более внешний характер. Это ситуация вокруг Армении, ситуация в связи с тем же самым Нагорным Карабахом, в связи с Ираном, в связи с Азербайджаном, Грузией, Турцией и так далее. Что меня смущает в наших отношениях с Арменией, это то, что есть ощущение некого застоя. То есть вроде бы все хорошо, но какого-то движения вперед я, честно говоря, сейчас не вижу. И главное, что я не вижу какой-то стратегии и какого-то расчета, просчитывания возможного хода событий дальнейшего. Что будет вокруг Армении, что будет на Кавказе в целом, что будет в регионе всего Востока, включая Ближний Восток. И я думаю, что эти вызовы, которые стоят здесь, они стоят одинаково, может не одинаково, но они одинаково важны и для Армении, и для России. И я думаю, что и Армения, и Россия должны вместе просчитывать, как союзники, как партнеры, свои ответы на эти вызовы. Есть мнение, что некоторые политические силы, сегодня тоже об этом отмечались, имеют разный вектор желаний и своих каких-то артикуляций. Вот, в частности, есть мнение, что партия, представляющая Армении, она более склонна к сотрудничеству с Россией, более активному каким-то продвижению отношений. А, к примеру, партия «Наследие», она относительно, и мнение есть, относительно прозападная, и есть вектор на развитие отношений с Европейским Союзом, и постепенно отход от плотной такой работы с Россией и созданием многовекторной такой более политики. Вот насколько эти мнения они верны, и насколько Россия видит и понимает спектр политических сил, которые есть в Армении? Да, конечно, нюансы, безусловно, есть. Нюансы есть и по вопросу России, и по вопросу Карабаха. Но это именно нюансы. То есть все равно любая ведущая сила Армении, она будет вести политику, то, что называется, комплементарную. Политику паритета, политику равновесия между Россией и Западом. Да не только между Россией и Западом, между Россией и Западом и Югом тоже. Надо учитывать фактор Ирана, фактор Турции, арабского мира и так далее. Все это тоже важные факторы, тем более учитывая наличие огромной армянской диаспоры. Что же касается партии, названных вами, дело в том, что партия Баргават Шаристан, представляющая Армению, является безусловным фаворитом выборов, одним из двух фаворитов основных выборов. А партия «Наследие» находится на грани прохождения в парламент. Будет она в парламенте, не будет она в парламенте, пока еще неизвестно. Конечно, для того, чтобы был представлен наибольший спектр сил в парламенте, думаю, что было бы оптимально, если она была бы. Но это уже дело за народом Армении. В любом случае, я думаю, что ни то, ни другое не повлияет никак на, собственно говоря, отношения между Россией и Арменией. И вот здесь тоже отмечался вопрос в отношении будущих президентских выборов, потому что парламентский выбор рассматривается как такая площадка, какой-то тест-драйв для политических лидеров Армении, которые потом будут баллотироваться в президенты. Вот можно ли сейчас делать какие-то прогнозы и в отношении тех лиц, которые будут баллотироваться на этот пост? Я думаю, что еще довольно рано делать прогнозы, потому что, во-первых, важно, чем кончатся парламентские выборы, важно, как будет реакция на них в самом армянском обществе, насколько будут выборы прозрачные, справедливые, достойные и так далее. Если будет хорошо, будет один ход событий. Если будет не очень хорошо, будут совершенно другие события, могут начаться. И это серьезный экзамен для самой высшей власти, верховной власти Армении. То есть как она себя покажет, как она себя проявит и так далее. Очень большой интервал между выборами парламентскими и президентскими, гораздо больше, чем был в России. Тут сравнивать не очень корректно в данном случае. Поэтому сложно прогнозы делать. Я думаю, что
скорее всего, эти выборы и дальнейшее развитие событий, а скорее всего это будет новая коалиция в парламенте, она должна будет породить новые фигуры, новых политиков, которые, наверное, появятся. Они уже есть, просто они станут более заметные, более яркие, появятся на небосводе, политическом небосводе Армении. И я думаю, что они будут достойными соперниками нынешнего президента на следующих выборах. Вот, вкратце, можете ли вы еще раз озвучить ваш прогноз в отношении парламентских выборов? Вы называли вот цифры примерные. Кто фавориты, кто будет в конце? Я думаю, что можно разделить на, скажем так, три или четыре ряда, 3 или 4 когорты. В первых ходят, безусловно, фавориты выборов. Неизвестно, кто из них получит большее количество мест. Скорее всего, это будет партия власти, как обычно. Все-таки у власти есть свой ресурс, и не только властный, не только чиновничий, аппаратный. Фаворитами являются две партии. Это Республиканская партия Армении, партия власти, и партия Баргават Шаристан, партия процветающей Армении, которая была членом коалиции, то есть тоже, в общем-то, партия власти, но она из коалиции де-факто вышла. Вот. И есть второй эшелон партии. Это одна партия, это оппозиция, Армянский национальный конгресс. У нее есть хорошие шансы, которые, конечно, стали, наверное, немножко меньше за последние 2 года, чем были у нее до этого, из-за, в том числе, допущенных ей некоторых, наверное, ошибок. Вот. Но, тем не менее, у нее большие шансы за счет, в первую очередь, протестного электората. И за счет того, что она может, во многом она партия тоже без идеологии, и она может тем самым собрать колеблющийся электорат. Отсутствие идеологии, она помогает собирать электорат всегда. Да. Это партия, которая, безусловно, парламент проходит. Скорее всего, проходит парламент также и постоянная партия, там присутствующая партия Дашнаков. У нее не очень большой, но стабильный, устойчивый, свой электорат есть. Другие партии, в первую очередь, это партия наследия, они находятся на грани прохождения в парламент. И будет она там или не будет, зависит в том числе от кампании, которую она будет вести. Пока что вот, уверенность в том, что она проходит, нету ни у кого. Так что примерно такая ситуация, то есть две ведущие партии получают 30-40%, может быть, около 50% кто-то получит из них. Думаю, что не больше никак. Нет. Да. 30-40, скорее всего, получают. Какая-то больше, какая-то меньше. Следующий получает около 20, должна получить. Ну и дальше по снижающейся. И последний вопрос. Фактор Роберта Кочаряна как-то будет воздействовать и на парламентские выборы, и на будущие президентские выборы? Ну, как фактор одного из президентов Армении, конечно, воздействует, но сказать, что он был бы очень популярным политиком, я не могу, на самом деле, как, наверное, почти любой бывший президент. Я думаю, что он воздействует скорее из тени, пытается воздействовать. У него, конечно, есть какое-то окружение, есть люди, на которых он, может быть, ставит, есть те, к нему близок, в том числе, например, бывший глава МИДа Армении Асканян. Но насколько это реальный фактор политики, не выдаем ли мы кажущееся за реальное. То есть, возможно, мы преувеличиваем его значимость, учитывая тот фактор, что он бывший президент. Может быть, она гораздо меньше значимость, чем нам кажется.